Всем привет! Сегодня приготовим 3 необычных десерта. Начнем с торта «Дождевая капля». Придумали его в Японии. Изначально его готовили исключительно на воде с японских Альп. Небольшого количества желатина и подавали жареной соевой мукой и сладким сиропом. Сегодня же этот рецепт готовят из минеральной воды и агар-агара. У нас получился этот десерт с 3-го раза. И с каждым разом он становился более прозрачным. Хотя, в принципе, агар-агар при приготовлении становится мутноватым. Итак, лучше всего закипятить 300 мл минеральной негазированной воды и остудить. Затем в железную тару кладем 1 чайную ложку агар-агара без горки, по желанию 1-2 чайные ложки сахара, в оригинале вообще без него. А теперь по чуть-чуть добавляем охлажденную воду, перемешиваем и ставим на водяную баню. Постепенно добавляем чистую воду и полностью растворяем агар-агар в течение 5 минут. Он растворяется при температуре 95-100 градусов. Разливаем жидкость в круглые формы. Кстати, в Японии большую популярность имеют прозрачные десерты в виде котов. Мы уже не раз отмечали, что в работе агар-агар лучше, чем желатин, потому что он не имеет характерный привкус и запах, быстро застывает, даже при комнатной температуре, он низкокалорийный и быстро выводит шлаки и токсины, что способствует быстрому построению тела. Единственный минус агар-агара – десерт получается непрозрачным. Поэтому учитывайте, чем больше агар-агара, тем десерт становится более мутным и дольше держит свою форму при комнатной температуре. Отправляем в холодильник до полного застывания. К сожалению, мы сразу не додумались приготовить его с небольшим количеством желатина. Тогда он точно был бы более прозрачным. Возможно, у кого-то из вас был опыт приготовления торта «Капля дождя». Тогда поделитесь своим опытом в комментариях. В идеале дождевая капля сохраняется всего 30 минут, а затем начинает таять. Этот уникальный десерт не прибавляет лишних килограммов. И если вы будете готовить без сахара, то подавайте его со сладким сиропом, у нас это кленовый, и тростниковым сахаром, иначе вкус будет нейтральным. Второе оригинальное блюдо – тавюк гёзу. Турецкий десерт, где сочетается несочетаемое. Один из самых известных деликатесов, которые подавали османским султанам. А в XIV веке Западная Европа не могла вдоволь насытиться этим молочным десертом. Итак, берем половину куриной грудки, это приблизительно 250-300 грамм, и отвариваем в течение часа. Еще нам понадобится 1 литр молока, 250-300 грамм сахара, 50 грамм рисовой муки и 80 грамм крахмала. Затем кладем мясо в блендер, наливаем немного молока и перебиваем мясо в пюре. Затем смешиваем 50 грамм рисовой муки и 80 грамм картофельного крахмала. Вливаем немного молока и перемешиваем до однородной массы. Остальное молоко выливаем в кастрюлю. Высыпаем сахар и ждем, пока закипит. Убавляем огонь, вливаем крахмально-рисовую массу и перемешиваем. Она очень быстро начинает густеть. Добавляем куриное филе, перемешиваем и снимаем с огня. Получившуюся массу перебиваем блендером до однородности и разливаем в формы. Их лучше всего смочить водой, чтобы легче потом было вытянуть десерт.
Далее нужно хорошенько охладить в холодильнике часа 4. Или отправить в морозилку на 1,5 часа. Подаем десерт, посыпав корицей и украсив мятой. Попробовав этот десерт, вы никогда не догадаетесь, что в его составе куриное мясо. Хочу сказать, что именно она, то есть куриная грудка, и придает этому пудингу необыкновенный и совершенно потрясающий вкус. А еще делает структуру десерта очень интересной и слегка волокнистой. Когда будем в Турции, то обязательно попробуем это старинное блюдо. Третий рецепт – жареное мороженое. Говорят, что оно появилось во Франции еще в 18 веке и было известно в Белом доме еще на заре США. Для него измельчаем в мелкую крошку галетное печенье или кукурузные хлопья. В печенье можно добавить еще кокосовую стружку. Далее разбиваем одно яйцо и перемешиваем. Берем мороженое, у нас это ванильное и мое любимое шоколадное. Просто обожаю его. А у вас какое любимое? Пишите в комментариях. Ложку смачиваем в воде и набираем ванильное мороженое, формируя шарик. Обваливаем его сначала в крошки из печенья со всех сторон, затем в яйце, вновь в печенье, и то же самое повторяем и с шоколадным мороженым. Шарики мороженого, которые мы собираемся жарить, желательно подготовить за день до этого, чтобы они успели как следует замерзнуть. Они должны быть как можно более твердыми, ведь от этого зависит весь результат. Затем полученные шарики ставим в морозилку. После этого разогреваем растительное масло до 190 градусов. С помощью шумовки кладем их в раскаленное масло и жарим в течение нескольких секунд до золотистой корочки. Выкладываем на салфетки, чтоб стек лишний жир. И быстро подаем, посыпав шоколадом и украсив ягодами. Такое чувство, что из обычного мороженого мы сделали необычный десерт. У нас на примете еще несколько оригинальных десертов. Так что, как обычно, 35 тысяч лайков и комментарий с вашим вариантом необычного десерта, и будет продолжение. А на сегодня все. Приятного аппетита и до вкусных встреч. Всем пока!